Дорогие наши зрители, сегодня мы посетим окрестности города, которого давным-давно уже нет. А окрестности этого города – это природа удивительной, неописуемой красоты, особенно в конце зимы и ранней весной. И мы не будем многословны, ведь лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, не правда ли? Наше путешествие сегодня в район Голландских высот, национальный парк Гамла. Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел и Лариса Платоновы. Сказать «посмотрите на эту красоту» – это не сказать абсолютно ничего. Эта красота какая-то живая, она будоражит душу, от нее просто перехватывает дыхание. Разве можно остаться равнодушным к вот такой вот воистину божественной красоте? Мы приглашаем вас в национальный природно-археологический парк Гамла. Послушайте, как поют птицы в природе. Здесь самый высокий в Израиле водопад. Здесь самая древняя в мире синагога. Здесь самое крупное гнездовье орлов. Здесь самое большое в стране количество древних дольменов. Здесь все самое-самое. И красота тоже. Мы идем вместе со всеми тропой дольменов. Дольмены вы увидите, но немного позже. Здесь все от мала до велика. Семьи целыми поколениями. И какую только речь не услышишь здесь. Иврит, арабский, русский, английский, французский и какие-то еще. Теплое солнце, смеющиеся и бегущие дети их родителей и цель впереди. А цель для всех – самый высокий водопад в стране – Гамла. Длина этого пути 1,5 километра. А мне показалось, что все 4. Ведь путь совсем непростой. Тропа, по которой идет непрерывно людской поток, проложена прямо по базальтовым камням. Мы находимся в заповедной зоне прекрасного парка Гамла. И вы слышите шум воды, это шум водопада Гамла. Прямо за нами на плато вы видите людей, которые идут к прекрасной обзорной площадке, чтобы полюбоваться этим чудесным водопадом. И наличие воды – это как раз-таки одно из важнейших условий для образования древнейшего поселения. А люди ведь жили здесь в глубокой древности. Да, еще с бронзового века. А еще наличие плодородных земель. И здесь действительно плодородные земли, потому что здесь вокруг базальтовые породы, остатки древнейшей лавы. И еще, что очень немаловажно, такое местоположение, при котором нелегко взять достаточно укрепленное поселение. Здесь все это есть. Что практически сделало крепость Гамла или город, поселение неприступным по природным, естественным условиям, верно? Верно, абсолютно верно. Но что интересно, что после бронзового века эти места практически пустовали, поселение отсутствовало, люди оставили его, вышли практически 2700 лет, до уже 2 века, наверное, до нашей эры. И только потом вновь, когда еврейский царь хасмонейской династии Александр Янай присоединил к себе голландские высоты, здесь также начали селиться евреи. Совершенно верно.
Высота этого водопада 51 метр. К примеру, высота Ниагарского водопада 53. Но наш водопад недостаточно мощный по объему падения воды. В окрестностях Гамлы было обнаружено в целом 700 неолитических дольменов. Сейчас мы идем в обратную сторону по той же тропе дольменов и познакомим вас с ними. Эти дольмены стоят здесь более 4000 лет. А это дольмен. Дольменов здесь очень много в этом месте. Можно сказать попросту доисторическое надгробие. Посмотрите, 2 вертикальных камня и горизонтальный В виде стола. надгробие над захоронением. Посмотрите на этот холм за мной. Правда, что он похож на горб верблюда? И действительно, название этого города Гамла происходит от слова гамаль, то есть верблюд. Сам город расположен по склону вот этого базальтового хребта. Есть даже еще вино Гамла знаменитое. По-видимому, из-за базальтиновых пород, которые здесь находятся, уникальные сорта винограда произрастают на голландских высотах. Действительно. Вообще об этом городе известно из Иудейской войны. историка Иосифа Флавия и также по археологическим исследованиям, которые проводились уже во второй половине 20-го столетия, ну и в 21-м тоже. Несколько ниже кряжа, который мы видим за мной, вы видите руины древней Гамлы. В том числе там нашли руины синагоги. Но мы сегодня не пошли, поскольку и так сделали многокилометровый марафон. Да, такой марш-бросок в сторону водопада. Последний раз, когда мы здесь были, в начале лета, температура была
плюс 48 градусов по Цельсию. Жара была такая, что звенела в ушах. А недавно, месяца 2 назад, наши друзья пришли сюда в дождь и, как они выразились, месили здесь грязь. А сегодня великолепная погода, и мы здесь. Но, учитывая ваши предпочтения, мы пошли прежде всего к водопаду, чтобы показать вам природу, прекрасную израильскую природу. А показать историческое место, возможно, мы сможем и в другой раз. За один раз невозможно все ухватить, к Лариса, а сожалению. ты забыла еще один важный момент. Какой? Ведь мы сделали мне подарок на день рождения. Поход в Гамлу. Сегодня у Паши день рождения, и он очень серьезно и тяжело здесь работал. Я взял стенд, несколько килограмм, все оборудование и ходил по всему природному заповеднику, сделав себе такой подарок на день рождения. Хороший подарок, трудовой, можно сказать. Сколько километров мы прошли сегодня? Много, не знаю сколько. Ну, а вы что знаете, на часах? На часах 7008 шагов. А, ну не вот так так. 7800 шагов. Но знаете, самое обидное, что в этот раз мы не увидели ни одного орла. Очень жаль. Лариса, где орлы? Признавайся. От тебя сбежали. Имениннику. Орлы улетели, наверное, куда-то в сторону Сирии, на восток. Сейчас вы видите руины древнего города Гамла, расположенного на склоне базальтового хребта, окруженного глубокими ущельями. Именно здесь была обнаружена самая древняя в мире синагога. Когда-нибудь мы вернемся сюда. Во время антиримского восстания в 67 году нашей эры жители города отчаянно сражались здесь с римскими легионами, но все же город пал. В резне погибло около 4000 жителей. Остальные, чтобы не сдаваться в плен, бросились в пропасть с гребня холма. Об этом пишет древний историк Иосиф Флавий. Точное месторасположение Гамлы оставалось неизвестным практически до 1968 года. Но, как писал Иосиф Флавий, что Гамла находится напротив Тарихеи. Да, собственно, вот на этих вот его сведениях и искали, начиная с 1845 года, искали местоположение Гамлы. Но и Тарихеи, расположение Тарихеи тоже было определено тогда ошибочно. После того, как голландские высоты перешли под контроль Израиля, вот сюда стали посылать археологические экспедиции, которые и обнаружили тот самый город, который совпадал по географическому положению с описанием Иосифа Флавия. Вот такая история интересная. Да, интересно. Но еще очень удивительно то, что
не было найдено ни одних человеческих останков. Да, вот это загадка действительно. Да, но на самом деле тоже 5% ведь всего было раскопано. Так что вполне возможно, где-то и есть место захоронения всех защитников Гамлы. Вполне предполагают, что, скорее всего, римляне кремировали своих погибших солдат, а потом несколько человек, евреев, вернули сюда в город, чтобы они собрали останки своих собратьев и где-то захоронили. Так что вполне возможно, где-то и есть братское захоронение, но оно до сих пор не найдено, потому что все-таки раскопана минимальная часть. Интересным является тот факт также, что есть некая связь историко-культурная между Гамлой и крепостью Масады. Мы уже делали один сюжет о крепости Масады и рассказывали о главе повстанцев, да, Элиезере бен Яире. Так вот, как вы думаете, откуда был родом Элиезер бен Яир? По вопросу нетрудно составить и ответ, что он был родом из Гамлы. То есть получается очень интересная картинка, что обороняющиеся в крепости Масада были боевое ядро, так сказать, Да. этого отряда были выходцы из Гамлы. Кстати, Иосиф Флавий тоже очень интересно описывает, что тогда, когда римляне взяли Гамлу, то произошло тоже массовое самоубийство, что, кстати, не подтверждено исследователями и археологами, поскольку не нашли такого холма, откуда бы могло совершиться этот массовый сброс людей с холма. Да. Хотя он описывал, что да, чтобы не попасться к римлянам, практически все оставшиеся жители сбросились с какого-то холма в пропасть. Иосиф Флавий, Иудейская война. Да, безусловно, в Иудейской войне. Но немножко, конечно же, отличается, потому что, смотри, Масада, она была все-таки крепостью. Крепость специально построена именно как укрепленный форт. А Гамла это все-таки был город. Иосиф Флавий, кстати, дает цифру, что здесь было 9 тысяч человек, что тоже, кстати, немножко подвергается сомнениям. Потому что в то время как раз-таки вот эллинистическая литература, она, описывая подобные события, немножко преувеличивала все. В Гамле археологи собрали более 2000 ядер из базальта, 1600 наконечников стрел, части римских шлемов и доспехов и множество других артефактов, в частности более 6000 древних монет. Найденные предметы религиозного культа, синагога и 4 бассейна для ритуального омовения подтвердили, что город был еврейским. О чем может сказать проходящим мимо вот это приспособление? Оно может сказать о том, что здесь занимались выработкой оливкового масла. Это сельскохозяйственное приспособление для дробления оливок, для последующего прессования и выработки масла, выжимки масла. Сюда привязывалось животное, либо осел, скорее всего осел, и он ходил по кругу, и вот этот камень большой круглый двигался по кругу и дробил оливы. В Гамле самое большое в Израиле гнездовье хищных птиц. Это обзорная площадка для наблюдения за орлами. Но нам сегодня не повезло. Как мы уже сказали, орлов мы не увидели, но разве что совсем издалека. На территории парка природного Гамла также есть руины христианской деревни, которая была основана в этих местах в IV-V веках. А в VI и в VII веках, предположительно, здесь возник этот монастырь, напротив которого я стою, с церковью. И здесь жило христианское население Сирии. Практически до шестидневной войны, до 1967 года, это же была территория Сирии, Голландские высоты.
Дорогие друзья, завершился этот увлекательный и замечательный день в природном археологическом парке Гамла. С вами были Павел и Лариса Платоновы. Будьте здоровы, счастливы и благополучны. Счастья также вашим близким и вашим друзьям. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Становитесь спонсорами нашего канала. Благодарим тех, кто уже это сделал. И всем огромный привет с голландских высот, с Верхней Галилеи. До новых встреч! Вчера я увидел из окна дома замечательное красное пятно. И мне было очень любопытно посмотреть, что такое происходит в пустыне. И придя сюда, я встретил вот такую семью маков распустившихся. Очень интересно, что у них здесь форма внутри, так конкретно в виде креста черного, с большой тычинкой. Наступила страшная жара, хамсин. Но это не жара, это такой теплый пыльный воздух приходит в пустыне. И они распускаются буквально в короткий промежуток времени. Примерно где-то с 6:30 утра до 10. А потом просто облетает. И такое повторяется каждый день. То есть маки в иудейской пустыне, целая семья вот такая одиночная. Вокруг просто трава, абсолютно ничего нет. И каждое утро распускаются, потом облетают их листья. Вечером абсолютно ничего не остается, а следующее утро снова.